Имя Уолт Дисней известно повсеместно, и ни для кого не секрет, что он велик и вошел в мировую историю, а особенно историю мультипликации. Он первым создал полнометражный анимационный фильм в США. Его узнаваемый персонаж Микки Маус стал не только символом компании, но и иконой мировой поп-культуры. Дисней ввел звук в анимацию с выпуском мультфильма «Пароходик Вилли», где использовал синхронизированную звуковую дорожку. А успех «Цветов и деревьев» открыл новую эру в анимации, и с тех пор цвет стал стандартом для мультипликации. Тем не менее, если разобраться, то оказывается, что похожие эксперименты и достижения совершались немецкими авангардными аниматорами и раньше. В Opus 1 Вальтер Рутман использовал геометрические формы и ритм для создания абстрактных визуальных образов. За 10 лет до выхода «Белоснежки и семи гномов» Лотти Рейнигер выпустила полнометражный мультфильм «Приключения принца Ахмеда», выполненный в технике силуэтной анимации. Викинг Эгелинг в «Диагональной симфонии» пытался создать из белых линий визуальные симфонии. И, конечно же, Оскар Фишингер, один из влиятельных экспериментаторов, синхронизировал абстрактные формы с музыкой. Почему же именно Уолт Дисней добился большего успеха и прославился на весь мир? Дисней был бизнесменом, который умел мечтать и воплощать свои мечты в реальность. Он всем сердцем любил эксперименты, любил современное искусство и старался привнести его в свои работы через сотрудничество с художниками. Например, он и Сальвадор Дали сотрудничали в создании анимационного проекта под названием «Дистанита», который стал уникальным экспериментом, объединяющим сюрреалистическое искусство Дали с традиционной анимацией студии Дисней. Дисней использовал свои предпринимательские способности, чтобы донести свои эксперименты до масс и прославить их на весь мир. Так, на свет появился уникальный анимационный фильм «Фантазия», который стал воплощением коммерческой и экспериментальной сторон Диснея. Фильм, выпущенный 13 ноября 1940 года, стал одним из самых амбициозных работ в анимации. Идея соединить анимацию с классической музыкой начала формироваться в конце 30-х годов, и изначально планировался короткометражный фильм с одним анимационным сегментом, а именно «Учеником-чародея». Микки Маус, созданный Уолтом Диснеем, начал терять популярность в конце 30-х годов, уступив место Дональду Даку, Гуфи и Попаю. В начале 1937 года Дисней решил использовать Микки в мультфильме, основанном на балладе Гёте «Ученик-чародея» и музыке Поля Дюка. Дисней привлек известных музыкантов, в первую очередь дирижера Леопольда Стаковского, который как раз и предложил расширить метраж мультфильма и использовать больше сегментов. Так количество частей увеличилось до 8, а «Ученик-чародея» стал третьей по счету композицией мультфильма. Также для фантазии была разработана звуковая система Fantasound, позволяющая записывать звук в стерео и создавать объемное звучание. Так, анимационная компания приступила к своей работе. Первым сегментом мультфильма стала токката и фигура ре минор, которая представляет собой визуальную интерпретацию произведения Иоганна Себастьяна Баха. В токкате нет четкого сюжета или персонажей, акцент делается на взаимодействии музыки и визуальных образов, что очень напоминает визуальные симфонии немецкого авангарда. И действительно, Оскар Фишингер также участвовал в проекте, работая над этим сегментом, стремясь создать синестетический опыт, где зрители могли бы увидеть музыку. Однако его труды не вошли в финальную версию фантазии, но они стали основой для концепции. Второй сегмент называется «Лебединое озеро» и основан на одноименном балете Петра Ильича Чайковского. Он иллюстрирует музыку Чайковского, передавая романтическую атмосферу балета с темами любви, трагедии и превращения. Сегмент включает только несколько музыкальных фрагментов из балета «Щелкунчик», таких как «Танец феи Драже», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Арабский танец»,
Зоопарк и Вальс цветов. Четвертый сегмент представляет собой анимационную интерпретацию зарождения жизни на Земле, начиная с доисторической эпохи и заканчивая появлением динозавров и их вымиранием. Он основан на музыке Игоря Стравинского, а именно его балете «Весна священная». Уолт Дисней, услышав эту пьесу, отметил: «Это чудесно, она идеально бы подошла для доисторических животных». Интересно, что для этого сегмента консультантами выступали палеонтологи, а для вдохновения аниматорам привезли домашних игуан и детеныша аллигатора. Пятый сегмент основан на пасторальной симфонии Людвига ван Бетховена и представляет собой живописную интерпретацию мифологического мира с нимфами и сатирами. Дисней хотел создать визуальный ряд, который отражал бы чувство покоя и радости, передаваемое музыкой. Интересным фактом являются вырезанные сцены с темнокожим кентавром, который был создан в соответствии с расовыми стереотипами. Последующие владельцы Диснея решили, что его изображение может вызвать негативную реакцию и усугубить расовые предрассудки. Шестая часть фильма, основанная на балете «Танец часов Пангиеле», продемонстрировала баланс красоты и причудливости. Этот фрагмент является пародией на классический балет. Уолт Дисней отметил: «Давайте возьмем этих животных, какими бы странными они ни были, и представим это как законный балет». Для создания хореографии аниматоры использовали настоящих артистов балета, включая российскую прима-балерину Ирину Баранову. Седьмой сегмент основан на произведении русского композитора Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе». Он представляет собой мрачную интерпретацию музыки, рассказывающую о колдовстве и темных силах. Дисней выбрал это произведение для создания сегмента с темными и мистическими элементами, сосредоточенного на борьбе между добром и злом. Восьмой сегмент мультфильма называется «Аве Мария» и представляет собой визуальную интерпретацию музыки Франца Шуберта. Он завершает фильм и отличается поэтичностью и спокойствием. Дисней выбрал эту композицию для создания медитативного визуального представления, контрастируя с более драматичным седьмым сегментом. Уолт Дисней хотел показать столкновение сил добра и зла, противопоставление «Ночи на Лысой горе» и «Аве Мария». Несмотря на опасения художников о длительности фрагмента и минимальной анимации, Дисней увидел в нем идеальное окончание фильма, символизирующее облегчение и надежду. Существует также девятый сегмент «Лунный свет», основанный на музыке Феликса Мендельсона для сна в летнюю ночь. Он должен был изображать летнюю ночь с парящими аистами над водой, создавая романтичную атмосферу любви и волшебства. Аниматоры Дисней начали разработку, создавая концептуальные рисунки и тестовые анимации, но сегмент не вошел в финальную версию фильма из-за ограничений по времени и ресурсам. Несмотря на отсутствие коммерческого успеха из-за экспериментальности, «Фантазия» со временем стала культовым фильмом и оставила значительное наследие, показывая, что анимация может быть высокохудожественной и передавать глубокие идеи. Фильм стал первым полнометражным мультфильмом, сосредоточенным на сочетании анимации и классической музыки, и использовал стереозвук, улучшая аудиовизуальный опыт. «Фантазия» сделала классическую музыку более доступной для широкой аудитории, особенно для детей, и стала важным образовательным инструментом, вдохновляя людей изучать музыку и визуальное искусство. Так, в последующих мультипликационных работах режиссеры часто использовали классическую музыку, а анимация стала настолько популярной, что стала проникать в классический кинематограф.